Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова сказочница, а со мною сегодня кошка Мурка. Мурочка мне хочет что-то сказать. Что, Мурочка? Мурочка говорит, что сегодня мы расскажем сказку про бабу Ягу. Да, Мура? А как сказка называется? Как, Мура, называется сказка? Сказка так и называется. Баба Яга. В одной деревне жили-были муж с женой, и была у них дочка. Жили они хорошо, счастливо. Да вот беда случилась. Жена заболела и умерла. А мужик погоревал некоторое время, да и женился на другой. А новая-то жена оказалась баба злющая. Не взлюбила она приемную дочку. Била ее, ругала, только и думала, как бы ее извести и погубить. Однажды уехал мужик в город по каким-то делам, а мачеха подзывает к себе девочку, притворилась ласковою и говорит ей: «Сходи, дитя, к моей сестре, попроси у нее иголку и нитку, я тебе рубашечку сошью». «А кто ж твоя сестра?» – спросила девочка. «Баба Яга, костяная нога», – ответила мачеха. Девочка испугалась, а мачеха ей говорит: «Не бойся, дитятка, баба Яга тебя не съест, ведь теперь она тебе теткой приходится». Девочка не стала спорить с мачехой, хотя она боялась, но не решилась отказаться и собралась идти. Да прежде чем отправиться в лес, девочка решила навестить свою родную тетю. Это была родная сестра ее покойной матушки. Приходит она: «Здравствуй, тетушка!» «Здравствуй, родненькая! Какими судьбами ко мне наведалась?» «Да вот по пути зашла. Отправила меня мачеха к ее сестре попросить иголку и нитку, мне рубашку сшить». «Это хорошо, племянница, что ты прежде ко мне зашла. Вот, возьми с собою ленточку, масло, хлебца белого, да мясо кусок. Все это тебе пригодится. Как будет там тебя березка по лицу стегать, да не пускать, ты повяжи ее ленточкой. А как будут ворота скрипеть, да тебя задерживать, ты подлей им под пяточки маслица. А как будут там собаки тебя кусать, ты им хлебца брось. А как будет кот там тебя царапать да драть, ты ему дай мясо. Все это собрала тетушка в узелок дорожный
и подала девочке с собою. Девочка поблагодарила свою родную тетушку и пошла в путь-дорогу. Шла она, шла и пришла в дремучий лес. А в лесу на поляне за высоким тыном стоит избушка на курьих ножках, на бараньих рожках, а в избушке сидит баба-яга, костяная нога, холст ткет. «Здравствуй, тетушка», — говорит девочка. «Здравствуй, племянница», — отвечает баба-яга. «Зачем пришла?» «Меня мачеха прислала к тебе попросить иголочку и ниточку мне рубашку сшить». «Хорошо, дам я тебе иголочку и ниточку, а ты покуда садись, поработай». Баба-яга вышла из избушки, а девочка села у окошка и принялась ткать. А баба-яга отыскала работницу и говорит ей: «Поди, истопи баню, да вымой племянницу, а я пока спать лягу. Да смотри, хорошенько ее вымой, я, когда проснусь, съем ее». Девочка услыхала эти слова, сидит ни жива, ни мертва. А баба-яга заперлась в своей горнице и легла спать. Тут девочка отыскала работницу и просит ее: «Милая моя, хорошая моя, ты не столько дрова в печи поджигай, сколько водой заливай, а воду решетом носи. А я тебе за это платочек подарю. На вот, носи на здоровье». Работница баню топит, не спешит, а баба-яга поспала немножко. Глянула, баня еще не готова, можно и дальше спать, а заодно решила и девочку проверить, и спрашивает из своей горницы: «Ткешь ли ты, племяннушка, ткешь ли, милая?» А девочка ей отвечает: «Тку, тетушка, тку, милая». А сама думает, как бы ей от бабы-яги убежать. Тут видит девочка, что возле ее узелка котик ходит все и ластится. Девочка котику мясца дала. «На вот, котик, поешь». Котик-то мясо съел, довольный, облизывается, а девочка его и просит: «Котик, братик, помоги мне, научи меня, как мне от бабы-яги спастись». А котик и говорит: «Не бойся, девочка, забирай свой узелок, да беги отсюда скорее, а я за тебя работать сяду. А как будут собаки тебя рвать да кусать, ты им хлебца брось. А как будут ворота скрипеть да хлопать, тебя задерживать, ты подлей им под пяточки маслица. А как встанет береза на твоем пути, зашумит и будет тебя по глазам стегать, ты повяжи ее ленточкой. Да, вот еще что. Там на столе лежат гребешок и полотенце. Бери их и беги отсюда поскорее, пока баба-яга не проснулась. А как
Баба-яга хватится, что тебя нет, да пустится в погоню. Ты приложи ухо к земле, как услышишь, что она уже близко, то ты брось гребешок через правое плечо позади себя, и на том месте вырастет высокий да густой лес. Пока Баба-яга будет через лес пробираться, ты уже далеко убежишь, а как снова почуешь погоню, ты приложи ухо к земле, и как услышишь, что Баба-яга уже близко, ты возьми полотенце и брось его через правое плечо позади себя, и на том месте разольется широкая да глубокая река. Девочка поблагодарила кота, взяла она свой узелок дорожный, взяла она полотенце, гребешок, да и бегом из избушки. А котик сел у окна и принялся ткать. Не столько ткет, сколько путает. А тут и Баба-яга проснулась и спрашивает из своей горницы: «Ткешь ли ты, племянушка, ткешь ли, милая?» А котик-то вместо девочки отвечает: «Тку, тку, тетушка, тку, милая». Баба-яга повернулась на другой бок и опять уснула. А девочка тем временем уже по двору бежала. Тут как набросились на нее собаки, хотели было ее всю порвать, покусать. А девочка им хлебца белого дала. «Нате, собачки, поешьте». Собачки-то ее и пропустили. Подбежала девочка к воротам, а ворота скрип, скрип, хлопают, девочку не пускают, а она подлила им под пяточки маслица. Ворота ее и пропустили, а за воротами береза стояла, зашумела березка, не пускает девочку, стала ее веточками стегать, а девочка повязала ей ленточку, березка ее и пропустила. Выбежала девочка на лесную дорожку и бегом пустилась к себе домой, бежит, не оглядывается. А тут и Баба-яга опять проснулась и спрашивает из своей горницы: «Ткешь ли ты, племяннушка, ткешь ли, милая?» А котик отвечает: «Тку, тку, тетушка, тку, милая». А Баба-яга уже и выспалась. Выходит она из своей горницы. Глядь, а девочки-то нет, а вместо нее кот сидит, ткет. Стала тут Баба-яга бить да ругать кота. «Ах ты, мошенник, ах ты, старый плут! Ты зачем девчонку отпустил? Почему ты ее не задержал? Глаза ей не выцарапал?» А кот Бабе-яге отвечает: «Сколько лет я тебе служу, ты ни разу мне косточки обглоданной не бросила, а девочка меня мясом досыта накормила». Ах, Баба-яга выбежала из избушки и накинулась на собак. «Ах, вы злыдни! Вы зачем девчонку пропустили? Почему ее не порвали, не покусали?» А собаки ей в ответ: «Сколько лет мы тебе служим, ты нам ни разу корки горелой не бросила, а девочка для нас хлебца не пожалела». Баба-яга подбежала к воротам
и давай на них ругаться. Ах, вы такие-сякие, почему не скрипели, почему не хлопали, зачем девчонку выпустили? А ворота ей говорят: сколько лет мы тебе служим, ты ни разу нам водицы под пяточки не подлила, а девочка для нас маслица не пожалела. Выбежала баба-яга за ворота и накинулась на березку. Зачем девчонку пропустила? Почему ей глаза не выхлестала? А березка отвечает: сколько лет я тебе служу, ты ни разу меня ниточкой не перевязала, а девочка мне ленточку подарила. Вернулась баба-яга к себе во двор, отыскала работницу и давай ее ругать. Ах ты, негодница! Ты почему меня не разбудила, не сказала мне? Зачем позволила девчонке убежать? А работница ей отвечает: сколько лет я тебе служу, ты ни разу мне слова доброго не сказала, а девочка со мной хорошо да ласково разговаривала, платочек мне подарила. Стала тут баба-яга шуметь и ругаться. Кричала она, кричала, а потом села в ступу и пустилась в погоню. Пестом погоняет, помелом след заметает. А девочка тем временем бежала, приложила ухо к земле и слышит: земля дрожит, трясется, баба-яга гонится, несется, и уж совсем близко. Достала девочка гребешок и бросила через правое плечо позади себя. И вырос на том месте высокий дремучий лес. Стала баба-яга деревья грызть да ломать. Она грызет да ломает, а девочка, знай себе, бежит да бежит. Много ли, мало ли времени прошло? Услышала девочка опять за собой погоню, приложила ухо к земле, а земля дрожит, трясется. Баба-яга гонится, несется, и уж совсем близко. Взяла девочка полотенце, да и бросила позади себя через правое плечо. Разлилась на том месте широкая да глубокая река. Видит баба-яга, что через реку ей не перебраться. Заскрежетала она от злости зубами. Воротилась баба-яга домой, собрала всех своих быков и погнала к реке. Пейте, мои быки, выпейте всю воду в реке. Стали ее быки воду пить, они пьют, а вода в реке все не убывает. Рассердилась баба-яга, легла на берег и стала сама воду пить. Она пьет и пьет, а вода в реке все так и не убывает. Так баба-яга воду пила, пока и сама не лопнула. А девочка тем временем, знай себе, все бежит да бежит. Вот уже и дом ее виден. А в то время как раз и отец из города вернулся и спрашивает свою жену: а где же моя дочка? А баба отвечает: я ее к своей сестре отправила за иголкой и ниткой, да вот она задержалась что-то. Забеспокоился тут отец, хотел было идти дочку искать, а тут и дочка сама бежит домой. Вся запыхалась, отдышаться не может. Где же ты была, дочка? Спрашивает отец. Ах, батюшка, меня мачеха посылала к ее сестре за иголкой и ниткой, а сестра ее баба-яга, костяная нога. Она меня съесть хотела. На силу я от нее убежала. Как узнал отец
обо всем этом. Рассердился он на свою жену, и выгнал он эту злую бабу грязным помелом из дому вон. И стали они жить вдвоем с дочкой. Хорошо да счастливо. Тут и сказки конец. А кто слушал, молодец.